Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Эдвард Эдди Пуласки. Эдвард Эдди Пуласки, основной персонаж и вторичный антагонист GTA San Andreas Definitive Edition. Эдди является членом Crash, где работает вместе с Фрэнком Темпенни и Джимми Эрнандесом. Эдди Пуласки родился в неизвестном месте в Соединенных Штатах Америки. В какой-то момент до 1992 года он вступил в департамент полиции Лос-Сантоса. Позже он присоединился к сообществу Crash под руководством Фрэнка Темпенни, который медленно превратил его в продажного полицейского, рассматривая его как на более надежный процент в сохранении банд на равных основаниях. Продажные полицейские также пытались присоединиться к своему теневому бизнесу Ральфа Пендлберри, но тот не разделил их взгляды и попытался сообщить об этом во внутренние дела. Тем временем Пуласки и Темпенни вовлекли в темный бизнес Джимми Эрнандеса. Джимми под угрозой Темпенни, что убьет его, был вынужден убить Ральфа Пендлберри. Пуласки изображен как очень жестокий, садистский и импульсивный человек. Он, кажется, немного заискивает перед Темпенни, всегда соглашается со всеми, что тот говорит, что позволяет предположить, что он мог бы кем-то вроде человека, который всегда соглашается. Будучи членом Crash, Пуласки всегда старался быть на равных с Темпенни и неоднократно пытался обращаться к нему по имени, несмотря на то, что Темпенни постоянно отдергивал его и напоминал Пуласки, что тот является его начальником, и к нему следует обращаться как к офицеру Темпенни. Возможно, питает расовые предрассудки или, по крайней мере, нечувствительный к расовым вопросам, поскольку вначале он пренебрежительно отзывается о мексиканском таксисте, который вез Карла из аэропорта, хотя сразу же известно перед офицером Эрнандесом после инцидента. Пуласки испытывает сильную личную неприязнь к Карлу и часто пытается избавиться от него, но Темпенни всегда находит какие-нибудь предлог, чтобы оставить Карла в живых. Однако в миссии Полдень он наконец-то получает разрешение убить Карла, но не делает этого. Похоже, он без зазрения совести оскорбляет людей словесно или физически и кажется любит демонстрировать свою жестокость другим. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Пуласки, похоже, частично вдохновлен Брайаном Лидди, одним из офицеров, замешанных в скандале. Он имеет определенное внешнее сходство с Лидди, а также напоминает покойного актера Криса Пенна, которого озвучил его. Кроме того, Пуласки носит свое имя самым известным персонажем Пенна, славным парнем Эдди из «Бешеных псов». В GTA Vice City Definitive Edition, когда Томми Версетти отпускает из полицейского участка, голос Розенберга на заднем плане произносит: «Сержант Пуласки многим мне обязан». Возможно, это однофамилие, звание сержанта выше, чем звание офицер. Однако по американским законам при переводе в другой участок звание из прежнего года не сохраняется, и сотрудника полиции опять начинает с самого младшего звания офицер. Поэтому не исключено, что Пуласки раньше работал в департаменте полиции Vice City. В Лос-Сантосе он появился не позднее 1987 года, так как он был знаком с Карлом до его отъезда. Время действия же GTA Vice City Definitive Edition 1986 год. Судя по фамилии, по словам Биг Смолка, Пуласки поляк.
Кроме того, его фамилия происходит от своей изначального польского формы, который пишется Пуляски. На русском фамилия переводится как Пулавский. В бета-версии Пуласки было другое лицо. В файлах игры был найден модель некого полицейского. Внешне он похож на Пуласки, но имеет более детализированное лицо. Одни люди считают, что это ранние версии Пуласки, другие же считают, что это модель Ральфа Пендлберри. Однако это также мог быть офицер Карвер. Его предназначался, так и остается загадкой. Владеет белым буффало с уникальным номером знаком Пуласки. Возможно, его имя и фамилия отсылают к реальному человеку Эдварду Пуласки, который прославился своим умением и выживанием, из-за чего он во время частых лесных пожаров в штате Айдахо спасал многих людей. Именно в честь него назвали один из топоров, который используется во время лесных пожаров Пуласки. Однако единственное, что их связывает, это то, что оба они были помощниками. Реальный Эдвард был помощник шерифа, которого игровой офицер. Его имя также совпадает с именем капитана Эда Хокена, старшего офицера, главного героя лейтенанта Фрэнка Дрембина из телесериала 1982 года «Отряд полиции» и последовавший за ним сериал фильмов «Обожженный пистолет», однако Эдди скорее младший офицер Фрэнка. Его фамилия совпадает с Казимиром Пуласки, который был польским солдатом и сражался во время войны за независимость США. Также существует вероятность, что его назвали в честь города Пуласки в Теннесси, который был назван в честь Казимира Пуласки, где была основана ассоциация сторонников превосходства белой расы Ку-Клукс-Клан. На польское происхождение Пуласки ссылает Биг Смок в конце строки, который называет его польским комнатом собачкой Темпенни. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. На этом история про Эдди Пуласки из игры GTA San Andreas Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Называйте план действия, который видите прямо на ваших экранах. Лайк, колокольчик и подписывайтесь на канал. С вами был Михаил, с канала Пейкмейкер.